Я первым вышел на позицию. Как всегда, встретил сопротивление. Они хотели меня остановить, но машина работала, а вместе с ней работал и я. Потом пришла команда, можно было уходить. Но, похоже, они только этого и ждали. АМХ-50Б попал в просак, потому что расслабился, потерял бдительность. А такой танк ошибок не прощает. Из-за больших габаритов по нему легко попасть. Для артиллерии он лакомый кусочек, а спрятаться ему тяжело из-за своих размеров. И ладно, если бы габариты были основной проблемой. У него брони нет, пробивают все не глядя. Как попадут, так еще и модули повредят столько, что глазам больно от красного пятна в углу экрана. А еще есть барабан на 4 выстрела. Урона столько, что даже не убить никого 1 на 1. Всего 1600. Плохой из него дуэлянт. Было неприятно, но жить можно. Впереди меня ждет сильный противник. Я иногда жалею, когда делаю это. Но быстрый рывок вперед, внезапность — именно то, что сейчас было нужно. Оп! Он уже ждал меня. Это был роковой выстрел. И такая ситуация может быть с каждым, а может и не быть. Понимаете, у 50Б всегда есть выбор, где и кем он хочет быть. Это танк с характером бойца, ему не важна боль. Боец знает свои возможности и знает, что ему нужно победить. Побеждать можно по-разному, и в этом 50Б мастер. Например, начало боя. Здесь на выбор сразу несколько вариантов, что делать. Пойти за своими тяжелыми танками в город или за средними танками в объезд. Может вообще остаться недалеко от базы, пострелять издалека и ожидать развития событий. Разнообразие тактик в арсенале машины объясняется ее динамикой. Это самый быстрый тяжелый танк. Сочетание скорости и маневренности позволяет ему тягаться с СТ, и по этим показателям он многих обходит. Это заслуживает уважения и объясняет отсутствие брони. Кстати, с броней все не так просто, как написано в ТТХ. Лоб корпуса хорошо бронирован и располагается под большим углом. Там даже есть полоска в 230 мм толщиной. Дело за малым, прячем башню и играем лбом. На самом деле, так не надо делать, потому что стрелять все-таки нужно, но не всегда. Есть отличный прием настоящего воина – таран. А в этом деле АМХ-50Б один из лучших. Можно случайно ехать в город, свернуть за угол и внезапно осознать, что об вас разбился АМХ-1390, ну или любой другой светляк. В плане тарана 50Б настолько крут, что превосходит Е50М. А все потому, что когда танки сталкиваются, на каждом определяется точка, через которую будет входить урон. Его величина зависит от пачки разных показателей. Главное – масса танка, скорость и толщина брони. Сочетание этих характеристик делает из 50Б идеальную машину для тарана. Я успел среагировать, хоть это и было неожиданно. Теперь он легкая цель. Есть время осмотреться, если повезет, отдохнуть. Не повезло. Передо мной появился он, а я на перезарядке. Да, с одного барабана нам целый танк не забрать. Но когда мы можем таранить соперника, все уже гораздо лучше. В остальном орудие-то хорошее. Барабан заряжается быстро, снаряды летят точно, бронепробития хватает. Вниз пушка склоняется хорошо. Все это позволяет эффективно играть как вблизи, так и на дальней дистанции. АМХ-50Б боец всегда и везде.
Вероятно, из-за этого он достаточно требователен к себе. В то же время до него идут 50-100 и 50-120. Они очень похожи по манере игры, и принципиально нового, шокирующего вы не обнаружите. Разве что цена выбора будет гораздо выше. На этом танке его надо делать постоянно. Уйти в город сейчас или потом? Сделал выстрел, уйти на перезарядку или еще подождать врага? Уничтожить недобитков или разрядить барабан в целый танк? Вылечить командира или механика, в конце концов? Что касается ближнего боя, вы, конечно, сражаетесь из-за спин товарищей, отвечая на один выстрел врага своим барабаном. И вообще, вы постоянно ищете возможность разрядиться и потом уйти на перезарядку. Пережить ее для АМХ-50Б основная задача номер 2. Номер 1 – как-то скрыть свой большой корпус. Во второй стадии боя, когда мы начинаем контролировать перемещение противника, АМХ-50Б ведет себя как охотник. Он отслеживает, выманивает и уничтожает цель очень уверенно. Главное – посматривать на карту, и чтобы вас не зажали в углу. Я встретил своего извечного соперника. Почему он не стреляет? Наверное, на перезарядке, как и я. Тогда разберемся по-мужски. Ударь меня! Давай! Ударь меня, крутой парень! Покажи, насколько ты крут! И вот это значит ударить? Вот что значит ударить! Чтобы узнать больше, переходите на сайт amx50b.ru. Удачи на полях сражений!